Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаю серию видео о микроконтроллере ATtiny10. В прошлом видео я рассказывал, как работать на данном микроконтроллере с входящим и исходящим цифровым сигналом. И приводил пример со светодиодом и подключением кнопки. Ссылка на прошлое видео есть в описании и подсказках. А в этом видео поговорим о работе с аналоговым сигналом на ATtiny10. То есть об аналогах функций AnalogWrite и AnalogRead. Я приведу пример работы с вот таким вот потенциометром на 10 кОм. И получая с него данные, мы будем управлять яркостью светодиода. То есть затронем работу технологии широтно-импульсной модуляции, сокращенно SHIM, на ATtiny10. Начнем с чтения аналогового сигнала и превращения его в цифровой с использованием функции ACP, аналога цифрового преобразования. Если посмотреть на распиновку ATtiny10, то с чтением аналогового сигнала у нас могут работать все те же порты ввода-вывода, что и с цифровым сигналом. Сама ATtiny10 у меня припаяна к переходной плате и уже размещена на макетной плате, а также подключена к USB-программатору по следующей схеме. Об этом я рассказывал в отдельном видео, ссылка есть в описании и в подсказках. Берем потенциометр на 10 кОм и размещаем его рядом на макетной плате. Соединяем первую ножку потенциометра с землей, третью с плюсом макетной платы, а ножку номер 2 потенциометра соединяем с четвертой ножкой микроконтроллера, то есть портом PB2. О таком потенциометре и его подключении к Arduino я рассказывал в одном из своих роликов, ссылка в подсказках. И добавим к схеме светодиод с уже припаянным резистором на 220 Ом. В результате получаем вот такую вот схему. Переходим к скетчу. О работе с цифровым сигналом, то есть в данном случае управление светодиодом, я рассказывал в прошлом видео, не буду здесь на этом останавливаться. Далее в функции Setup мы регистрируем ID MUX, указываем, какой вход у нас будет активен в качестве входа для ACP. Это порт PB2, к которому у нас подключен потенциометр. Далее устанавливаем единицу биту ADEN регистра ADC SRA. Тем самым мы включаем аналогоцифровой преобразователь микроконтроллера. Это у нас страница 132 даташита на ATtiny10. Функцией Loop первой строкой запускаем режим преобразования входного аналогового сигнала в цифровое значение. И далее ждем окончания этого преобразования. После этого запишем полученное значение в переменную, с которой можем как-то в коде скетча работать. И в конце, похожим образом, как мы делали в прошлом видео с кнопкой, стоит условие. Если полученное значение будет больше 250, то светодиод загорится. Если меньше, то погаснет. Почему 250? Дело в том, что у ATtiny10, как и у большинства других AVR микроконтроллеров, 8-битный аналогоцифровой преобразователь, а значит полученное нами значение лежит в диапазоне от 0 до 255. То есть наш светодиод загорится только в правом, почти самом крайнем положении. Проверяем, что у нас выбран микроконтроллер ATtiny10, программатор USB ISP. И загружаем скетч в ATtiny10, нажимая «Загрузить через программатор». Об установке библиотеки и особенностях работы с USB ISP программатором я рассказывал в отдельных видео, ссылки есть в описаниях и в подсказках. Подключаем светодиод к минусу макетной платы. Поворачиваем регулятор потенциометра по часовой стрелке в почти крайнее правое положение. Светодиод загорается. Поворачиваем чуть влево, и светодиод гаснет. Таким образом, с помощью потенциометра мы можем настроить чувствительность работы какого-либо устройства. Да, кстати, если светодиод перед загрузкой скетча не отсоединить от минуса, то при загрузке скетча будет возникать
вот такая вот ошибка. Это происходит потому, что мы фактически через светодиод притягиваем порт PB0, который мы используем при программировании, к земле, нарушая тем самым схему подключения, и при попытке прошивки микроконтроллера возникает ошибка. Потенциометр можно не отсоединять от минуса макетной платы, так как все равно он подключен у нас к четвертой ножке микроконтроллера, которая в прошивке не участвует. Теперь перейдем к тому, что на Arduino реализуется с помощью функции Analog Write, то есть управление шим-сигналом на заданном порту микроконтроллера. Схему оставим ту же самую, но нужно учитывать, что если с АЦП могут работать все порты ввода-вывода от ETN10, то шим-сигналом, согласно распиновке, могут работать только PB0 и PB1. С помощью шим-сигнала мы будем управлять яркостью светодиода. В крайне правом положении регулятора потенциометра яркость светодиода у нас будет максимальной, а в крайнем левом минимальной. То есть светодиод совсем не будет гореть. Начало скетча и функции Setup совпадают с предыдущим скетчем, а далее мы устанавливаем и настраиваем режим работы светодиода, подключенному к порту PB0. Закомментированные строки — это я вам записал вариант, если светодиод, или что-то у нас другое, куда мы отправляем шим-сигнал, подключен не к первой ножке микроконтроллера, а к третьей, то есть к порту PB1. На 100-й странице даташита на ATTN10 подробно расписаны параметры настройки работы нашего единственного таймера T0, от которого у нас, собственно, и зависит работа шим, и работу которого контролируют два регистра A и B, представляющие из себя 2 байта с набором конфигурационных бит. Собственно, регистру A мы задаем параметры работы шим-сигнала, а следующей строкой устанавливаем значение бита CS регистру B и задаем частоту шим-сигнала. Устанавливаем делитель частоты на единицу, то есть максимально возможную частоту шим. CS Clock Select можно почитать на 103-й странице даташита. Вот оно, наше установленное значение 1, то есть фактически без делителя. Далее в функции loop нам остается только считанное с потенциометра значение ADCL, уже не используя промежуточную переменную, сразу передать регистру таймера OKR0A в случае подключения светодиода к порту PB0, либо OKR0B в случае подключения светодиода к порту PB1. Это у нас и будет степень заполнения шим-сигналом, то есть в случае светодиода его яркость. Загружаем скетч в ATTN10. Подключаем светодиод к минусам макетной платы. Поворачиваем регулятор потенциометра по часовой стрелке. Яркость светодиода плавно увеличивается до максимальной. Поворачиваем против часовой, яркость снижается. Даже лучше убавлю освещение. Так будет нагляднее видно, как изменяется яркость светодиода. Вот такой вот у нас получился пример чтения аналогового сигнала, получаемого от потенциометра, превращения его в цифровой микроконтроллером и управления яркостью светодиода с помощью изменения шим-сигнала. Соответственно, вместо светодиода через транзистор мы можем управлять, например, яркостью светодиодной ленты, каким-то нагревательным элементом или даже моторчиком. Главное еще правильно подобрать транзистор под эти нужды. Ссылка на скетчи будет в описании к видео. А в следующем видео разберем работу с фьюзами от ATTN10. Там есть свои особенности относительно других AVR микроконтроллеров. Главное, что сможем вместо 3 портов ввода-вывода получить 4. А это весьма существенная прибавка
к вариантам возможного применения микроконтроллера. Спасибо вам всем за просмотр и до встречи в новом видео.